И снова всем здравствуйте, уважаемые любители автопрома из Поднебесной, друзья и зрители нашего канала со сложным названием. Как вы себе представляете суперкар? Обычно все его видят одинаково. Кожа, рожа, диски, хром, ну и цена с количеством нулей, как буква названия нашего канала. Все это должно быть приправлено мощным движком, да таким, чтобы гул стоял. Но в Китае так не считают, и потому сделали суперкар на полной электрике. Модели GAC N-Pulse действительно есть на что посмотреть, и сейчас мы расскажем о ней подробно. Кстати, на нашем канале уже есть большая коллекция обзоров этого производителя. Ссылку на самые популярные модели вы сейчас видите на экране и в описании к этому видео. Передок GAC Impulse взял что-то от Lamborghini, что-то от Mercedes. Украшает его передние узкие фары, которые, несмотря на большой прищур, имеют светодиодные подсветки по нижним граням. Смотрится отлично и солидно в фирменном китайском стиле. Бампер очень аккуратный, кажется буквально неотделимой частью передка. В нижней части он имеет некое подобие радиаторной решетки, хотя больше она похожа на декоративную мелкую сетку воздухозаборник. Она посередине разделена декоративной металлической вставкой. Как раз посередине этой имитации располагается номер. Более передок ничем не примечателен. Разве что остается отметить его обтекаемость. Боковины этой китайской сорвиголовы также имеют солидный вид. Стоит отметить, что крыша у электромобиля может сниматься, хотя на некоторых видео была показана жесткая крыша, а на показе это был кабриолет. Двери открываются вверх, плавно и свободно, слизан данный прием от Lamborghini. Кстати, двери выполнены в форме крыла. Это дает особую плавность линий в дизайне, но и по традиции переходим в филеечки, то есть задней части. Фары выполнены в виде прерывистых светодиодных линий. При этом в самом низу бампера имеются также стилизованные дублирующие стопорные огни, но выполнены они вертикально. Также по бокам снизу вертикально расположены дублирующие поворотники и габаритки, которые сделаны светодиодными линиями. А теперь заглянем в салон. Доступ в GAC Impulse осуществляется посредством автоматически открывающихся дверей SkyDoors. Сам же интерьер Родстера выдержан в минималистической стилистике и имеет выставлены на показ элементы шасси. Автомобилю положены спортивные ковшеобразные сиденья, трехспицевый мультируль с приплюснутым ободом и сразу несколько дисплеев на передней панели, причем самые крупные из них используются для отображения навигационной информации. Отдельно стоит отметить функцию Virtual Battle, которая с помощью эффекта дополненной реальности позволяет водителю соревноваться на треке с виртуальными оппонентами. То есть при езде по треку бортовая электроника может создавать водителю импульс виртуальных противников. Последних автомобилист может видеть как на дисплее, так и в зеркале заднего вида. Саму же поездку можно записать на бортовые видеокамеры. Сообщается, что концепт GAC N-Pulse построен на базе электрической модульной платформы собственной разработки. В плане габаритов шоу-кар во многом повторяет новую Toyota Supra, а вот о его технической начинке разработчики не распространяются. Известно, что это полноценный электрокар с двумя моторами, получающими энергию от емкой литий-ионной батареи. Китайцы заявили, что выпуск товарного варианта GAC N-Pulse вполне возможен, но вот решатся ли они на реализацию подобного проекта – другой вопрос. Проект предназначен для демонстрации представлений компании о спорткаре недалекого будущего и развития направлений дизайна, заданного прошлогодним концептом ENA.146. Ну а на этом наш обзор подошел к концу, и мы прощаемся с вами. Не забудьте отметить в комментариях, пришелся ли по вкусу вам данный кар и почему. А также нажмите на колокольчик, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.